поскольку выяснилось, что не все читали мои вредные советы, Все читали. но, может быть, все видели мой фильм мультипликационный про 38 попугаев. Наверное, все видели про котенка по имени Гав, мои мультики и другие всякие. И, может быть, люди читали мой задачник. Вот в связи с задачником я перебью. Это я буду передавать. У нас сколько? Хорошо. И скажу вот такую задачу, которую я предложил решать в это время. И станет понятно, почему я сделал этот фильм. Во время всесоюзной военной спортивной игры «Зорница», в которой участвовало 7 миллионов пионеров и октябрят, 3 миллиона 500 тысяч пионеров и октябрят было условно убито и ранено. Сколько пионеров и октябрят условно остались в живых? Кто скажет, сколько? 3 миллиона 500 остались все-таки в живых. А кто из сидящих здесь в зале играл в эту военно-спортивную игру «Зорница»? Есть? О, это есть. И кто радовался этой игре? Все. Все. И вы не знали, что то, что с вами делали, это и была государственная педофилия замедленного действия. Потому что во всем мире дети играли в войну. Ничего с этим не поделать. И только в нашей стране, которая тогда называлась Советский Союз, дети играли в войну с государством. Это совершенно разные вещи. Играть в войну во дворе, бегать с игрушечными пистолетами, и играть в войну в детскую, военизированную, военно-спортивную игру «Зорницу», которая объявляется главной газетой страны, которую играют всерьез. Можно вот сейчас коротко перебью. Он спросил, кто радовался. Я очень радовался, потому что я в газете «Московский комсомолец» как раз был главный и точно единственный журналист, который описывал все этапы 83-84 года игры «Зорницы» и «Орленок». Я очень радовался, потому что я получал, во-первых, за это гонорары, во-вторых, я был премирован, государственная газета, все были, я был премирован первой в своей жизни поездкой в Чехословакию от горкома комсомола. То есть, как раз когда ты говорил про государство, в этом смысле это было именно. Вот такая была история. Я думал, что сегодня мы с Андреем попробуем разобраться вот в этой самой очень действенной государственной педофилии, которая не сразу использует детей, как педофилы, которые поймали ребенка где-нибудь в лифте или в перекрестке, а аккуратненько, ласково берет его тепленького, когда он совсем маленький, и постепенно делает из него то существо, которое оно потом сможет использовать, когда ему понадобится. Вот это я и называю государственной педофилией замедленного действия. И сегодня мы попробуем в этом разобраться, потому что я вот в это время, когда я делал сценарий этого фильма, я с этой педофилией пытался бороться. Тоже надо объяснить, что я мог бороться. Тогда было такое время, когда уже меня за это никто бы физически просто не убил. Так вышло в стране. Но столкнулся я с этой государственной педофилией тогда, когда мне самому было года 3 или 4. Поэтому я знаю, как она действовала на меня. И люди моего возраста тоже это знают. Потому что я родился в первой половине прошлого века, в 1947 году. Я довольно долго, до 1953 года, жил при Сталине. Вот Андрей этого не помнит, потому что когда он родился, уже целый год, как был 20-й съезд. А я помню памятники Сталину. Я
детство провел в Ялте. Они там были на каждом шагу разные, один главный был на набережной. И до сих пор стоит. Нет, не стоит. Сняли все-таки? Но его сняли после 20-го съезда. Нет, на набережной здоровый-то. Это Ленин. А, Ленин. Слушай, я такой был молодой, и мне это пофигу было. Так вот, когда мне было, да, знаете что? Давайте все-таки вот, прежде чем мы дальше продолжим разговор, я скажу одну очень важную вещь. И извините, я писатель, я не журналист, мне трудно разговаривать вот просто так. То, что я хочу сказать, обязательно должен писать, да? Мы сейчас будем говорить о детях России, среди которых сначала я был сам, когда из меня делали человека, который должен был полюбить двух дедушек, Ленина и Сталина. Я честно старался. И мне было совестно, что вот мой дедушка все-таки нравится мне больше. Где-то к 6 годам я был законченным коммунистом. Я точно знал, что вожди спасли нас от буржуинов. Я точно знал, что все люди и дети, которые вокруг меня были бы несчастные, замученные, и чего там только с нами бы не было. И только когда мне исполнилось, по-моему, 7, и случилось 20-й съезд, то портреты Сталина вокруг меня стали исчезать. Я понял. То есть вот как раз у меня есть такой вопрос на самом деле, но для начала просто очень функциональный такой вопрос. А вот вы не помните вот эту литературу, которую из вас воспитывал коммунист? Должна запасть была в душу. Это была не литература. Что вам казалось там? Все вокруг. Вот в том-то и дело. Это работает, оно как кокон, да? Берется ребенок, который гусеница, вокруг него образуется такой кокон с разных сторон, со всех сторон. А потом оттуда вылетает бабочка, которая коммунистка. Смотри, осталось от того времени, какие-нибудь, я не знаю, про пионер-герои, какие-нибудь рассказы, улица младшего сына там. Ты, наверное, имеешь в виду... какая-нибудь литература или кино, которое... Да все, что угодно это было. Это и Чаполина, который у нас был. Он был довольно советский, Чаполин. Конечно. Все. Гулливер был советский, кстати. Все. Каждая вещь, которая была вокруг. Про то, что Гайдара, очень талантливые вещи, которые, в общем-то, срабатывали и превращали ребенка в идеологически намагниченное существо. Вот потом, когда я делал задачники по математике, когда уже это можно было делать, это было уже где-то в разгар перестройки. Вот у меня была такая задача. Опоздавший на урок истории Петя дважды соврал учительнице, сказал, что дома был пожар и что он спасал котят соседской кошки. А на уроке истории учительница, рассказывая о февральской революции 17 года, соврала 80 раз. Во сколько раз больше, чем Петя, наврала учительница. И вот ты говоришь про пионеров-героев. В пионерской дружине имени Павлика Морозова 300 пионеров. Все они мечтают повторить подвиг Павлика, но не все они имеют такую возможность, так как 2/3 пионеров воспитывают матери-одиночки. Сколько пионеров смогут повторить подвиг Павлика? 100 пионеров. А вот мне интересно, есть здесь достаточно молодые люди, которые не помнят, какой подвиг совершил Павлик Морозов? Папу сдал. Так это помнят. А я хотел как раз, теперь уже все знают, что он папу сдал. Подсказка была. Не только папа. Началось с дедушки. Дедушку. Да. По-моему, папа уже был репрессирован, говорю. Он все стали с дедушкой и дедушкой.
Что? Всю семью знал. Ну да. Ну, Я даже не кончить вокруг. надо понимать, что не только Павел Морозов, но и те пионеры-герои, про которых рассказывали, виноваты. И не конкретное произведение писателей. Это была система, в которой погружался ребенок, которая потом, после 20-го съезда, стала ослабевать, потому что после 20-го съезда, вот я даже не сразу все, естественно, понял, потому что понятно, что в 6 лет я не все понимал. Но мне вот, что я запомнил, мне сказали, что больше не будет паровозов. Я слышал, как люди говорили. Я огорчался, потому что, оказывается, во время 20-го съезда было принято, когда Сталин решили, значит, убрать из головы у людей, еще и было принято решение прекратить производство паровозов. Остались тепловозы и другие локомотивы. Так что мы можем говорить о деталях, но дело не в деталях. Дело в том, что ребенок окружен вот этим самым коконом, и внутри него постепенно получается тот человек, который потом в результате, ну вот я скажу, я зайду с другой стороны. Вот я писал вредные советы. Много книг я написал вредных советов, и на каждой моей книге было написано, что это книга для непослушных детей. И послушным детям читать запрещается. И делал я это. И я всегда, выступая, объяснял, что совсем не страшно, если ребенок непослушный. Что послушные дети во много раз опаснее непослушных, особенно если их слишком много. Поскольку мы в Латвии, то все, что связано с Латвией, это особая отдельная история. Вот есть у вас такой журнал интересный, да, в Латвии. Есть в нем статья Александра Пятигорского, философа, о страхах 30-х годов. Страх было очень много разных, и я их не застал. Потому что, вот он пишет, 30-е годы моего детства знали 4 главных страха на всю жизнь, отпечатавшиеся в моей памяти. Страх голода, страх ареста, следствия лагерей, или в лучшем случае ссылки, страх туберкулеза и страх войны. В моем детстве этих страхов уже не было всех. Всей этой палитры страхов. Их было меньше. И оставался страх ареста, который был, когда мне было 5, и когда мне было 6. А когда вот было 7, 8, он стал слабее. Мне бабушка, когда я был маленький, говорила, если ты пойдешь в общественный туалет и увидишь, что там на гвоздике висит газета, а в газете портрет чей, ни в коем случае не вытирай этим местом пол. Если кто-нибудь увидит и окажется, что ты вытираешь портретом вождя, то вся наша семья пойдет в тюрьму. И я за этим весьма внимательно следил, когда был маленький. А когда кончилось паровозостроение, стал ослабевать и этот страх. И постепенно я стал слышать вокруг себя не только вещи, которые говорили, что, мол, Сталин, Ленин – это самое главное в нашей жизни, и мы все должны расти бойцами-коммунистами. Давай. Да, когда я был маленький, я писал стихи для взрослых. Когда вырос, стал писать стихи для детей. Я хочу вам прочитать одну из самых первых своих взрослых стихотворений, которые я писал ребенком. Я увидел... Сколько лет было? Я не знаю, наверное, 12, может, 13. Я не помню точно. Это одни из самых первых стихов. Про то, как в Ялте убрали памятник Сталина. И что я по этому поводу думаю? Тучи луну закрыли, звезды мерцали устало,
И грузовик подъехал к гранитному пьедесталу. Медь зеленела ржаво, медленно в кузов спускаясь. Черного моря лава терлась о берег, ласкаясь. Люди портреты снимут, вырвут из книг страницы. Детям не скажут люди, чьи на портретах лица, и, ничего не зная о роковых ошибках, будут стоять другие на пьедесталах зыбких. Так оно и оказалось. Весь этот восторг, который слышал Вот я опять перебью. Вот, кстати, ты сейчас я перейдем к помощи. Вот бабушка ваша очень четкий месседж нам. Да. Чем нельзя притираться в общественном туалете? Вот. А вот, например, сейчас вот бабушки в России. Ну, вот, да, нет, вот, мы совет писателя хотим, детского. Вот что сейчас бабушки должны говорить детям в России Подожди. с точки зрения там, безопасности или идеологии? Смотрите, тут надо смотреть, как оно вот все развивалось. Вот эти, Потому что смотрели, вот, что им бабушки говорят сейчас? в разные эпохи все бывает разное. Сейчас только начинается тот страх, о котором вот говорил Пятигорский. Только он еще начинается, который приводит к тому, что даже попку надо смотреть, чем быть. Пока еще массовых репрессий нет. И пока еще происходят удивительные вещи. Я тоже хочу еще процитировать Пятигорского. Пятигорский говорил о предвоенной пропаганде. Это тоже то, что я тоже не застал. Советская пропаганда, говорил он, усиленно минимализировала страх войны, объясняя, что это будет не та война, ну какая была Первая мировая, а какая-то совсем иная. Школьники будут учиться в школе, студенты в университете, ученые будут заниматься наукой, музыканты будут играть и певцы петь. И в то же время Красная Армия будет наносить решающие удары по войскам противника и только на его территории. Все закончится в несколько дней, а в крайнем случае за пару месяцев. Узнаете эту войну? Это та война, которую сейчас чувствуют в Москве. Ее чувствуют и так. Вот Пятигорский перед войной, Великой Второй мировой, описал то, что обещала советская власть, какая будет война. Эту войну тоже обещали такой же, и обещали тоже за несколько месяцев. И, собственно говоря, в Москве еще вот это ощущение войны, которое у них там, все еще преобладает. Это именно она. Хорошо, окей. А вот если так, вот в этой ситуации, да, там действительно достаточно успешно, я думаю, что там война где-то там, а вот на самом деле, ну вот, когда вы цитировали стихотворение 12-13 лет, вот можно написать вообще-то реально, то есть нереально с точки зрения не сдадут, а чисто, ну, человечески реально написать сейчас книжку для детей 12-13 лет, ну, Гайдар писал для таких детей, да, вот написать достаточно честную книжку сейчас про войну. Тут все тоньше. Тут надо понимать, вот что делает вот это колесо, про которое я сказал. Значит, смотрите, сначала я не ответил на первый вопрос. Вот когда я перестал быть коммунистом. Вот я на него отвечаю. Я перестал быть коммунистом постепенно, когда вот я сначала увидел, как снимают памятник Сталину. И я понял, что взрослые не всегда говорят то, что есть, они ошибаются. Потом я общался, будучи юным поэтом, со взрослыми поэтами, которые приезжали в Ялту. Среди них были поэты, которые уже посидели в тюрьме и все еще были достаточно молодыми, и которые общались с моими старшими товарищами, а я был рядом и слушал, что они говорили. А сколько лет было? Ну, 12, 13, 14, 15, конечно. Это... А потом
все опять началось сначала. Потому что в 1966 году меня призвали в армию. Я поехал в Североморск, это рядом с Мурманском, служить на Северном флоте 3 года. И я когда еще даже уезжал, это была, в общем-то, более-менее свободная страна. Ну, все, конечно, относительно, но был «Новый мир», в котором публиковались рассказы Солженицына, было много чего. Когда я в 70-м году вернулся обратно, все было закатано в асфальт. А некоторые мои друзья уже просто исчезли в психушках. Я хочу сказать, что еще сейчас можно написать про войну. Правда. Вообще много чего. Нет, это для детей. Так для детей, конечно, для детей. Да, слушайте, я все это время, вот с 60-го, наверное, даже, скажем так, с 75-го года я писал для детей правду. И с 75-го года мне не удавалось ее публиковать. У меня не выходили книжки. Это к вашему вопросу. Писал же? Нет, у меня не выходили книжки большие, в картонном переплете с цветными иллюстрациями. Выходили брошюрки цветные и черно-белые. Комитет по печати меня притормаживал. Но комитет по кинематографии меня не трогал. И я делал про 38 попугаев сериал, про Котенкова и Гава. И, в принципе, я рассказывал правду. А потом, мы еще к этому придем. Я вообще написал и про войну правду, и про то, какой должна быть наша страна правда. И не просто опубликовал это все, потому что я это не в книжке напечатал. Я это написал на стене Кремля. И оно там до сих пор на этой стене Кремля написано. Мы к этому еще придем. Мы сейчас придем. Но это, кстати, интересная тема. То есть это мы сейчас ведем разговор об то, что висит до сих пор по недосмотру, так сказать. Я уж не знаю, чему висит на сайте Кремлин.ру. Это называется «Президент России гражданам школьного возраста». Сейчас, подожди, давай мы сначала вот о чем говорим. Вот опять ты спросил. Вот я сейчас вернусь. Мы показали людям про Карапузов. Потому что мы начнем говорить про сайт. И это мы вернемся к Карапузову. Да. Думаешь, не сейчас? Нет, просто я к чему? У нас один есть кусок из того же фильма, вообще жесть дикая. Но я к чему? Я сюда ехал, посмотрел там по телевизору, значит, оказывается, ввели какую-то инструкцию, что к ЕГЭ при поступлении в институт прибавляется 10 баллов для людей, которые хотя бы косвенно участвовали в нынешней войне. У меня возник вопрос относительно фразы. Вы сказали, что бабушки не боялись или перестали бояться. Плохо слышу, еще раз. Микрофон. Вы говорили фразу о том, что бабушки перестали бояться. Да, а сейчас начинают. У меня возникает ощущение, что все-таки в Советском Союзе, в постсоветском пространстве, в России, я не беру Москву, да, не беру Питер, людей, которые когда-то выезжали, может быть, у них кругозор немножко шире и хотелки шире. А если мы берем небольшие города, то бабушки там не переставали бояться. Вы меня, наверное, простите, неправильно поняли. Не только бабушка не перестала бояться, бабушка просто умерла. И осталась мама. Нынешние бабушки, которым сегодня 60 лет, они как боялись, так и боятся. Не так. Вот в том-то и фокус. Не так. Бабочки, которым 60 лет, это сверстницы Андрея. Андрей такой один. Они не так боятся. Вот я вам расскажу, как бояться, потому что вы этих людей, может быть, даже не видели. Вот была тетя у нас в семье, которая уже в 93-м, и в 94-м, и в 95-м году мы ей говорили: напиши воспоминания, ты таких людей видела, ты такие вещи знаешь потрясающие, напиши. Она говорила: нет, я 10 лет отсидела, и я потом видела свое тело. На нем было написано: хранить вечно. Эти люди боялись по-другому. Но это Подождите, вы просто меня, видимо, неправильно поняли. Я пытаюсь рассказать про этот страх как такое отдельное животное.
у которого бывает детство, юность, зрелость, у него бывают периоды течки у этого страха, у него бывают периоды весеннего гона, и в разное время это существо совершенно разное. То, чего сегодня боятся и бабушки, вообще бояться можно, понимаете, совершенно разных вещей. Например, вот бояться можно за ребенка. Но за ребенка можно бояться, что ребенка твоего, значит, арестуют и побьют там. Можно бояться за то, что его изнасилуют там. Можно бояться за то, что его даже не арестуют, а просто запишут. И потом у него жизнь будет совершенно другая. Он не поступит в институт. Он не будет нормально жить всю жизнь. Потому что в Советском Союзе ему никогда не дадут квартиру. Потому что все люди, которые жили в Советском Союзе, они квартиру получали за то, что они никогда на партийных и комсомольских собраниях не говорили лишнего. Бояться можно совершенно разных вещей, поэтому вы совершенно правы. Бабушки боятся. Продолжают бояться, но они боятся уже не так и не того. Это очень сложная паутина страха, которого с детства погружает человека в тоталитарной стране и даже в полутоталитарной стране. Смотрите, вот когда я делал вредные советы в советские времена, вредные советы, которые на самом деле это прививки от глупости, которая у ребенка сама в голове возникает, или прививка от подлости, которую ему взрослые люди пытаются засунуть в голову, чтобы он с этим жил. Вот на ту. Понимаете как? Вот я могу долго разговаривать, но я вообще писатель детский, и я отвечаю произведениями своими. Да, у меня будет, конечно, вопрос своих детей, которым сейчас лет по 40, которые прекрасно себя чувствуют демократии президента, вице-губернаторы. Ну, это чуть Ребята, попозже. я не могу. У меня Я тебя не обвиняю. миллионы читателей были, но я не могу за всех миллионов отвечать. Никто не обвиняет. Есть же всякие разные. Это Какой? тогда из Пушкина надо спросить. Они же не только меня, они же Пушкина читали. И Толстого, и Достоевского. Всех. Них спрашивайте тоже. Я один за всех. Вот, хорошо, тогда провокационный вопрос. Вот, смотрите, творческое наследие. Ведь, ну да, Путин, наверное, не вырос на ваших советах вредных, да? Но можно же найти какой-нибудь вредный совет, который Путин использовал на голубом глазу. Значит, я Пользуюсь этим советом, как родной. Я боюсь, что Путин Вот просто вот буквально. воспользовался Нормальные дети ржали, а Путин серьезно, окей, принимаем к исполнению. Нет, он всеми... Вы не читали такой вот, тут прям вот какой-то прям как родной совет. Какой ты имеешь в виду? Я сейчас не смогу воспроизвести. Просто Путин Хорошо, действует по этому совету. подождите Путина. До Путина мы еще дойдем. Кто здесь помнит гимн Советского Союза? Перейдем в 99-й год, когда Нет. заказ Кремля. 2001 год. Я вот, чему... Мы, кстати, перейдем уже потом, вторую часть программы, перейдем к этому. То, что вот востребованный, как оказался, Григорий Остин, который выпускал свои вредные советы в сам издате. Там, по-моему, в сам издате они расходились. Ну, они при советской власти они были в самиздате в 91-м году. Первое издание было Да, в 91 первое году. издание книги. Да. Дальше уже я И издавал. вот проходит 10 лет, и бывший, значит, детский самоздатский поэт получает заказ с Кремля рассказывать про президента, рассказывать детям. Это отдельная тема, но я просил Григория, как это было. Я говорю, как получил заказ, это называется до сих пор висит на сайте Кремлин.ру. Просто по недосмотру. Да не по недосмотру. Что, значит, человек приглашают в Кремль и говорят, что сделай нам адаптацию, кто такой президент России. Не-не-не-не-не. Ну да, Кто такой президент России? Меня позвал Волошин, который тогда был главой администрации. И меня попросили сделать для детей сайт президента. Потому что у всех в мире были такие сайты. У
американского президента был такой сайт, там, британского главы правительства был такой сайт. То есть это как бы полагалось. Я очень удивился, что меня позвали и сказал, что вряд ли то, что я предложу, вам подойдет. Мне сказали, ну давайте попробуем. И я решил дать полезные советы, хотя понимал, что вряд ли полезные у меня получится так же хорошо, как и вредные. Дальше где-то 1,5-2 года шла борьба вокруг вот этого главного сайта главы государства. Но не личного сайта Путина, а сайта президента, который должен был быть для всех. Когда потом был Медведев, ничего не изменилось, все осталось. Но принимал все это Путин. Была глубокая борьба даже про то, какие должны быть картинки. Со мной работали какие-то странные ребята, все, потому что как бы я был один, который хотел сделать то, что я хочу, а они все пытались сделать какой-то такой вот старый учебник истории. Ну вот. Это ребята, которые выросли на вредных советах. Нет, эти ребята не выросли. Сколько им было лет тогда? Но они были младше меня лет на 10, но это А, не значит, что они были, окей. выросли на вредных советах. Я же еще тогда тоже был молодым. Тебе сколько было тогда? Вообще не сколько. В 2000 году не сколько. Вот. Так вот, была даже такая история. Картинкам к этому сайту они нарисовали девочку в пионерском галстуке. Я посмотрел и сказал, нет, это надо обязательно убрать. Нам не нужны пионерские галстуки в сайте президента демократической страны. И Волошин сказал, да, надо убрать. Они сделали вид, что не убирают. Но когда уже было почти все готово, и принимал это все, смотрел Путин, и мы с ним сидели несколько часов. Вот все, кто мы делали этот сайт, и он. Трудно себе представить. И он. Я увидел на экране, Всего лишь 20 минут. но это было в 2003 году. 20 лет назад. Да, 20 лет назад. Не обидно. И я увидел, что девочка опять с галстуком. И я говорю, почему же ты сразу? Мы же договорились убрать. Они говорят, а почему? Почему надо убирать? Мы не хотим убирать. И он мне тоже говорит, почему, Григорий, почему вы хотите, чтобы мы это убрали? Где-то было. Я думаю, ну что ему вот сейчас вот буду объяснять. То, 5, 10, и я сказал ему так. А вот представьте себе, сказал мне, что этот сайт делает канцлер Германии сегодня. И представьте себе, что он там делает мальчика из Гитлер-Югенда, который стоит вот с приветствием. Это же было. Они все как, кроме него, как закричали. Нет, это совершенно другое. Это не так, это не то. А он помолчал где-то секунд 20-30 и сказал, хорошо, давайте уберем. Тогда он этого боялся, потом перестал. Так вот, я просто хочу, чтобы вот никто ведь из вас никогда не заглядывал на этот сайт Кремлин.ру, где у него это все висит. А для этого надо спуститься вниз в этом сайте, и там внизу будет строчка среди других, и будет написано «Президент», раздел сайта, «Президент России гражданам школьного возраста». Это я придумал такое название для него. Хотя они пытались его назвать «Узнай президента», чтобы он назывался. Я сказал, нет, это должно называться «Президент России граждан школьного возраста». И это вот так на сайте висит. И что там написано? Вот там написано в разных разделах. Президент обладает властью, но президент не вождь, не император, и не повелитель, и не властелин. Мы не должны падать перед своим президентом на колени и клясться ему в верности. Наоборот, не мы, граждане, служим президенту, а президент поклялся верно служить нам, народу России. Быть президентом – это работа. Что президенту запрещается?
Президенту запрещается нарушать Конституцию, законы и правила, которые утвердили для себя граждане государства. Президента выбирают для того, чтобы он никому не позволял жульничать и нарушать правила Конституции. Никому. И прежде всего себе самому. Например, в России один и тот же человек не может быть избран президентом больше 2 раз подряд. Так установлено в Конституции. Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его 3 раза подряд нельзя. И это будет незаконно. И это висит там. И висело... Григорий, вот сейчас я просто обязан перебить, потому что я дал на лицензию это все, то, что он прочел. Еще парочка статей. Я, может, знаете, Ольга Романова. Ну, она очень чуть понимает в юриспруденции, поэтому я сейчас продолжу цитирование. Прям буквально, я, Григорий, закончились. УК РФ, статья 280, пункт 4. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Наказан штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Ну, Ольга Романова, она понимает, о чем говорит. Да. И от осуждения, значит, до 3 лет, либо лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, это то, что было в администрации президента. Б. Лицом с использованием служебного положения. Волошин. Нет, это не Волошин, это Путин. Хорошо. Я вернусь в Россию, если мне обещают, Все. меня посадят Дальше, с ним. дальше. В. С использованием СМИ, в том числе сети интернет. Да. Значит, поехали. Штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Вот. Третье. Деяние, совершенно организованной группы. Вот, организовать. Это он же От был 5 до 7 лет. Со штрафом в размере 500 тысяч до 2 миллионов тысяч рублей. Давайте так. Вот. Значит, У смотрите. меня еще парочка таких вот есть. Я для детей заложил такую вот вещь. Как узнать, справляется ли президент со своей работой? Все там висит. Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про президента с утра до вечера говорят одно и то же, восхищаются им, восхваляют его, говорят, что он великий, прекрасный, незаменимый, непогрешимый, знай, президент не справился со своей работой, случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова, а значит, нет и демократии. Вот там написано, как должна быть устроено государство. Что в государстве должна быть власть разделена на 3 части. Судебная, исполнительная, законодательная. Зачем разделять государственную власть на 3 власти? Говорим мы, я и Владимир Путин, который все это прочитал и подписал. Граждане нашей страны, говорим мы, разделили государственную власть нарочно. Для того, чтобы вся власть в России не оказалась у одного человека или у какой-нибудь одной компании, подружившихся между собой людей. Если бы такое случилось, наша страна из демократической превратилась бы в тоталитарную, диктаторскую, то есть такую, в которой не граждане сами выбирают себе власть, а наоборот, власть диктует гражданам, какими они должны быть, чем должны думать и как себя вести. Что для президента важнее? Один человек или все государство? На первый взгляд может показаться, что государство важнее, чем один человек. Но это, как ни странно, неправильно. Ведь государство и нужно человеку только для того, чтобы защищать и охранять его права. Никакие, даже самые красивые, заманчивые идеи и цели не могут оправдать нарушение государством прав и свобод граждан. Ни президент, ни государство целиком не имеют права вмешиваться в личную жизнь взрослого человека и его детей. Говорить им, какую одежду носить, какую музыку слушать и какие книжки читать. Он просил, чтобы он говорит, вот все, права граждан, но у граждан же есть же и обязанности. Да, действительно, и я вставил граждан обязанности, но первым я написал там, главная обязанность гражданина – уметь защищать свои права. Я вот какие книжки читаю, тут мне нарисовали до 15 лет. Ну, я не шучу. Потому что, правда, серьезный юрист, там, все знают. Это, значит, статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Это при желании можете сделать, как Нет, она уже... Не-не-не.
В суде там они сами трактуют. А там какие книжки читать, какую одежду носить? Ну, может, Все, да, да. действие предусмотрено часть 2 настоящей статьи, в том числе в сети интернет, если действие не содержит признаков уголовного наказуемого деяния от 200 до 400 тысяч рублей, а для должностных лиц от 400 до 800 тысяч рублей, юридических лиц от 5 миллионов. Однако, поскольку речь идет о неоднократном нарушении, тем более, что автор упоминает еще и детей, то есть вовлечение несовершеннолетних, то мы переквалифицируем преступление на более тяжкое, до 15 лет. Прекрасно. Мы с ним, Вредных советов, а там как раз Нет, мы про... Нет, мы с ним. сегодняшняя интерпретация. нет, это то, что висит на... Нет, это не вредность, это на проекте. Все советы абсолютно. Ну, смотрите, Это выглядит уголовное деяние, на самом деле. смотрите, на сайте есть раздел «Как бороться с любовью к власти». На сайте есть раздел «Что такое оппозиция и зачем она нужна». Власть, написано там, не имеет права заставлять тех, кто с ней не согласен, молчать. Как говорят Конституции, президент обязан стараться, чтобы у всех граждан России, в том числе и тех, кто не согласен с политикой и государством, была возможность публично высказать свое мнение по радио, по телевидению, в газетах. Чтобы такая возможность не исчезала, президенту нужно заботиться, чтобы в стране сохранялись телестудии, радиостанции, газеты, независимые от государства, государственных чиновников и даже самого президента. Это все у него написано, он не убрал. Вот вопрос, кстати, к уважаемой публике. Вот, кстати, есть мысли, каким образом, потому что Григорий мне на этот вопрос не ответил, на самом деле. Вот есть мысли, а почему до сих пор не убрали такую, прям уголовщину, почему не убрали сайт? Может, Потому что до сих пор фигурирует в Конституции. Там что еще не смотрит. кто хочет... Тогда никто не смотрит. Конечно. Самый простой вопрос. Простой. Ну, с миллионами все сохранено, и мы все еще декларируем, что страна демократическая. Белого взгляда нет, она просто это дело проектировала. Но, тем не менее, эти постулаты до сих пор сохраняют. Мне все-таки кажется, что это по недосмотру. Не-не-не, Андрюш, я помню. Дорого делать новый стенд. Дорого. Очень может быть. Это сам, собственно, хотел, опять же, экспертного мнения, что вот мы там говорим, что такая вот замечательные вредные советы, которые совпали, надо сказать, с концом советской власти. Да? Потом автор этих вредных советов понадобился Кремлю для того, чтобы сделать абсолютно цивилизованный детский там сайт. А кончился это чем? Кончился это тем, что там в течение 2-3 лет опять то же самое, с чего ты начинал свое коммунистическое детство. Ну, Вот еще таким даже образом. не дошло до этого. Вот только-только начинается. Ну, Массовых репрессий еще нет. Массовые репрессии – это когда арестовывают не тех, кто вышел на улицу, там куда-то пошел, Окей. а просто домой приходит. нет, я сейчас мы же про педофилию. А с ней уже все в порядке. Уже Да. вот это массово. И да. Это массовое, массовое. это уже одобрено государством, это уже, это уже входит в какой-то кодекс, социальный кодекс этой страны. Понимаешь, да? И это все произошло мгновенно. И вот как ты думаешь, какая, что ли, отправная точка? Вот генезис вот этого. Что значит? Я вопрос не понимаю. Ну, зачем понадобилось? Вот хорошо. Какая цель-то? Нет, вот зачем, скажем, нашему государству замечательному понадобилось, у меня еще есть российский паспорт, не кончился, поэтому нашему, понадобилось, насиловать детей, в сущности, да? Использовать. Ну, используют, да, там. А уже теперь даже не насилуют, похоже, уже по обоюдному согласию. Да, Вот мне дико интересно, вот да, вот ты писал там какие-то, абсолютно. дети ржали, взрослые ржали. Ничего нового в этом нет. Точно такая же цель, какая у любого педофила, точно такая же цель и этого государства.
Им дети приносят пользу. Польза разная. Дети приносят удовольствие. И дети помогают быть счастливыми. Они рады. Они рады использовать детей. Им дети нужны, собственно говоря, точно так же, как и взрослые. Они просто, как солдаты нужны взрослые. Но чтобы солдаты взрослые, их можно было использовать, их надо начинать воспитывать с ранних лет. Помнишь, у Достоевского есть рассказ, как человек находит себе девочку и постепенно начинает ее готовить к тому, что когда она станет, когда можно будет, он на ней женится. А начинается с 4-5 лет. Замечательный рассказ, там рядом с девочкой есть мальчик, с которым девочка дружит, и он все время этого мальчика отпихивает, отгоняет его. Но это вот все то оно. Ничего нового они не придумали. Но, собственно говоря, в любом государстве, которое хочет жить за счет того, чтобы разрушать все вокруг себя, с древних времен, все было то же самое. В Спарте тоже воспитывали так детей. Вот. Просто кончилось это все. Такого рода вещи, чтобы, воспитывать из детей солдат, а из людей государства подданных, можно было делать до тех пор, пока не появилось ядерное оружие, и пока не появилась ситуация, при которой Земля – это уже очень маленький шарик, и все люди живут вместе, в одном, получается. Уже дальше некуда идти завоевывать какие-то пространства, нет Сибири. Получается такая вещь, что, условно говоря, из вас, стали как-то улетучиваться, скажем, испаряться молодой коммунист благодаря смерти Сталина, а потом благодаря 20-му съезду. Сейчас получается, что с этим бороться в режиме, так сказать, онлайн невозможно, а так надо зачинить смерти еще одного 20-го съезда. Получается. Получается, да. Оно еще даже... То есть, понимаешь, оно может внезапно обломиться. Вот умер Сталин, и получился облом. Хрущев был ничуть не лучше. Те, кто устраивал 20-й съезд, были ровно те же самые люди, которые все это делали. Но я к тому, что самостоятельно это тоже получается. Но на это нужно десятилетия, иногда столетия. Что другие государства вели себя не так, как Россия 2, 3, 4 столетия назад? Нет, так же вели себя. В Средневековье было вообще черт знает что. Ведь когда-то, когда я в юности прочитал книгу «Молот ведьм», это была книга, написанная инквизиторами, я с ужасом понял, ведь каждый из нас думает, что что они мучили этих девушек, женщин, потом сжигали их на кострах, что они все, мол, ведьмы, да? Чего они от них хотели? Они всего лишь навсего хотели им хорошего. Они хотели спасти их душу. Они считали, что... И это там в книге было это все прямо написано. Я мог и от кого-нибудь другого это услышать, но я это сам внезапно понял, и для меня это было шоком, что все эти злодеи-инквизиторы, они действительно искренне могли быть милыми, хорошими, добрыми людьми. Потому что если они верили, что после смерти вот эти несчастные тетеньки, которых они встречали ведьмами, будут вечно мучиться, так лучше, думали они. Мы их сейчас немножечко подожжем, они покаятся, а раз уже покаялись, все, уже в ад не будет. Окей, а можно это корректно приносить в 21 век? Там уже, собственно, четверть. Конечно, нет. Это не просто, это просто глупо переносить, потому что Они же это делают, как получается, умно. Нет, они умно это не делают. В твоей парадигме. Умно. Подожди, я же тебе сейчас сказал, что с точки зрения человека, который искренне верит, что эта ведьма действительно теряет душу, и чтобы ее спасти, душу этой тетеньки, надо ее обязательно к чему-нибудь привязать и быстренько поджечь. Вот с точки зрения такого человека все правильно. Если у нас огромная страна, у нас 140 миллионов, да, ведь сейчас. Если мы
Среди этих 140 миллионов найдется огромное количество людей, которые посмотрели по телевизору и действительно верят, что в Украине нацисты, и действительно верят, что нельзя было русским там жить, потому что их мучили. И эти люди, которых заставили искренне во все это поверить, таких достаточное количество. Если их 10%, это вполне достаточно. Вам все социологи скажут, что в любой стране, в любом государстве есть 15%, которые за что-нибудь, и 15%, которые против чего-нибудь. Они и за, и против со страшной силой готовы, как в моем стихотворении, которое я вам читал, главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет. И вот они готовы за все это бороться, отдавать свои жизни. Такие всегда найдутся. Но среди 10 человек найдется, значит, 1, 2 таких и 2 таких. А все остальные, они просто аморфные массы. Чем громче кричат первые 2, тем больше они увлекаются собой вот эту вот середину. И так происходит всегда, во все времена. Что тут поделаешь? Я не знаю, я вот вам бы лучше вредных советов почитал, потому что от вредных советов станет понятно, что я имею в виду. Вот есть у меня ужасный такой совет, который я когда писал, думал, что такого никогда не может быть. Это я его писал детям, чтобы они не выпендривались и учили географию. И написал я такой совет, а теперь он уже по-другому звучит. Если ты не смог на карте отыскать свою страну, не оплакивая отчизну, географию учи. Честное слово, я ничего плохого не имел в виду. Но если мы здесь через некоторое время не сможем найти свою страну на карте, то это не я накаркал. Я совершенно ничего такого не имел. Но похоже, что если они будут продолжать делать то, что они делают, то не будет страны. Что-нибудь с ней ужасное случится. Это я вам читал. Это тоже читал. А вот этого еще не читал. Это то, что вот как раз тем, которые маршировали там, вот вы видели эти мальчики, это для них. Или я это читал «Без друзей, без передышки» не читал? Нет. «Бей друзей без передышки каждый день по полчаса, и твоя мускулатура станет крепче кирпича, а могучими руками ты, когда придут враги, сможешь в трудную минуту защитить своих друзей». Вот это та самая логика, с которой они хотят, чтобы дети превращались вот в таких военизированных. Если вы еще не твердо в жизни выбрали дорогу и не знаете, с чего бы трудовой свой путь начать, бейте лампочки в подъездах. Люди скажут вам спасибо. Вы поможете народу электричество беречь. А так я предпочел бы другие вредные советы. Понимаете как? Вот мне не нравится то, что делает этот твой приятель, который под меня пишет вредные советы. Он точно сделал дисклеймер. Но он под меня пытается... Да, нет, но дело не в этом. Дело не в том, что он использует мою форму. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что вот писать детям и говорить, Путин плохой, вот это вот плохие, это неправильно. Есть такое понятие вот Соломоново решение, наверное, вы знаете, когда пришли к царю Соломону 2 женщины. Одна сказала, это мой ребенок, а другая говорит, нет, это мой ребенок. И они спорят, и нельзя было определить, кто. И Соломон сказал, разрубите ребенка пополам и раздайте 2 женщинам. И одна сказала, да, пускай ни ей, ни мне, а другая сказала, нет, пускай ей будет. Есть другой вариант, когда Соломон сказал, тяните в разные стороны. И одна схватила, стала тянуть, а другая отпустила. Я не могу быть человеком, который будет тянуть за руку ребенка, которого тянут в другую сторону. И всю жизнь, что я делал, я не делал специально против борьбы с советской властью, не объяснял детям всех вот этих вот нюансов. И это не нужно.
Потому что достаточно детям рассказывать правильные сказки. Потому что любой такого рода человек, Сталин, Ленин, Гитлер, это все частные случаи Кощея Бессмертного. И детям можно объяснять на других совершенно примерах, что происходит. Вот то, что стараюсь сделать я во вредных советах. Когда я им говорю, если вы ведете пса бездомного в дом к себе, чтобы о нем заботиться, посмотрите, нет ли на ошейнике поводка с вцепившимся хозяином. Когда я им рассказываю, если ты себя с размахом молотком по пальцу бац, не вини того, кто гвозди нам на горе изобрел, потому что, несомненно, виноват в твоей беде не гвоздей изобретатель, а создатель молотка. Я пытаюсь делать вещи, которые ребенку расскажут, что у него внутри происходит. Тебя обидел кто-нибудь, тебе не повезло, пойди и сделай что-нибудь кому-нибудь назло. Врите чаще, от вранья не охрипнет горло, от него во рту у нас не бывает горько, от вранья не вспухнет нос, не заложит уши и тошнит. Не тех, кто врал, а того, кто слушал. Спасибо, что напомнили. После этого всего я подойду к вам, скажу отдельное спасибо. Мне внук это процитировал. Обманите всех из детства, притворившись скромным, честным, добродушным человеком. Проживите так всю жизнь. Ну, в общем, я хотел бы сказать, что действительно дико круто. И у меня там и старший сын, которому уже 39 лет будет, дочка, которая будет 28, выросли, конечно, на этих стихах. И мы встретились на выставке, ну, там, месяц назад. Я им сказал, что вы Григорий Остер, они оба, значит, ну, тут Александр Сергеевич Пушкин. А вот я еще вот совет, вот как раз вам отвечу совет. Сейчас вот мы эффектно закончим. Я говорю, но у меня тяжелый такой вывод на самом деле, что действительно бывают прекрасные там, ну, не знаю, поэты-писатели, но из чего вот мы обсуждаем, что на самом деле, если ведь когда питательная среда, все равно взрослый, все равно общество. Потому что какие-то люди выросли, вот которым там, как моим детям, да, они прекрасно работают в администрации президента или в областных администрациях и работают на самом деле с сволочами, скажем так. А читали все одни и те же стихи. Потому что я не думаю, что какой-нибудь был ребенок, которому сейчас 40 лет, который не читал стихов Григория Римского. И, к сожалению, такая вещь. Писать должен писать. В общем, как бы, просто писать. А на самом деле попадет это на благодатную почву или на неблагодатную, наверное. Это и упрекать в этом писателя нельзя. Всю жизнь на ваших стихах, Григорий, выросли такие гады. Ну, это, наверное, это, с одной стороны, правильно, да? С одной стороны, правильно, а с другой стороны, а при чем тут Григорий? Да. А вот я-то я вот детям читал, да. если вас поймали злые людоеды и кладут в кастрюлю, злобно усмехаясь, постарайтесь выпасть из кастрюли на пол и, спасаясь бегством, убегайте к добрым. Тех, кто убегает к добрым людоедам, тех едят без злобы, с ласковой улыбкой. А вот совет тем марширующим мальчикам, которые маршируют... За тебя-то маршировали. Да. Я дописал его за несколько месяцев до войны, а не после. Вот он как звучит. Если вам никто не хочет уступать свои игрушки, и никто велосипеды нас совсем не отдает, подрастайте и в отряды, группы и подразделения собирайтесь, чтобы дружно все, что нужно, отнимать. И на этом... На это оптимистично. Вопрос. Если можно, вот вы вписали себя, безусловно, в церковь, так сказать, великих писателей там, советского периода, так скажем. А кто, на ваш взгляд, тоже так немножко так прошлись, так пойдем, кто, на ваш взгляд, из тех писателей, авторов советского периода от начала и до конца советского времени создали
талантливые проекты, ну, там, не знаю, любимые мною там Чук и Гек, большие, лично на ваш взгляд, которые исполняют госзаказ, создали действительно талантливые, хорошие, выдающиеся произведения, на ваш взгляд? Слушайте, ну вот вы «Кабаре» фильм видели? Помните мальчика, фашистского мальчика, который так прекрасно поет, что слезы текут не только у тех, кто на экране, но и у зрителей, которые на него смотрят. Помните? Ну вот это та самая история. Гайдар, Чук и Гек – талантливейшее произведение. «Мальчишки-мальчиш» – потрясающее произведение. Чем оно прекраснее, тем оно вреднее, если его использовать для того, чтобы растить тех, которые будут, как сам Гайдар в юности, расстреливать. Я не оцениваю, мы знаем про Гайдара, но тем не менее, сами произведения, кроме тех, что я назвал, на ваш взгляд, какие-то есть еще? Да есть совершенно Ну, вот, понимаете как? Полно, огромное количество. Я всегда говорил, что советская литература детская – это самая великая детская литература в мире. С ней может сравниться, ну, разве что скандинавская. И переводчики самые гениальные в Советском Союзе. А почему? За это надо благодарить цензуру. Потому что гениальные взрослые писатели, которые написали бы для взрослых фантастические произведения, они не стали этого делать, не погибли, не ушли в лагерях и ушли в детских писателей. Так появился Маршак, так появился Чуковский, так появилось огромное количество советских детских писателей. Только Успенский убеждал меня, что он не такой. А вот Сабгир, Берестов, многие... Юна Морец, кстати. Юна Морец, она просто сошла... Пока не сошла с ума, отличный был. Да, конечно, гениальный поэт была. И Сабгир Генрих ушел из взрослой поэзии, делал... Что тут говорить? Но мы видим, не все знают, что одним из самых великих детских поэтов был такой поэт, как Олег Григорьев. Он умер буквально через несколько месяцев, вот когда, например, я когда в «Огоньке» там делал детский угол, мне удалось опубликовать какие-то его стихи, которые до этого нельзя было публиковать. У него есть совершенно гениальные стихотворения. «Зажав кузнечика в руке, сидит ребенок на горшке. Нельзя животных обижать. Я руки стал ему ломать. Нельзя кузнечиков душить. Я пальцы стал ему крутить. На волю выскочил кузнечик, заплакал горько человечек». А для взрослых он писал такое: девушка красивая в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь ткнул ногой. Я спросил Петрова, почему у вас на 7 кругов? Это тоже самое человек. Ну, В конце концов, детское стихотворение, кстати. ладно. Спасибо. А вот за внимание. на самом деле, кстати, я хочу как на позитивной ноте, что, в принципе, через VPN можно посмотреть все-таки на Кривую дорогу. То, что написал, ну, ты подкровать ему. Подкровать ему. Вот. У тебя, она же, я думаю, до завтра не закрыл. Незаконно, но не наказуем. Да, пока. Так вот. Трансляция наказуема. Я хочу сказать, что она пока актуальна, пока его не убрали, да, и можно почитать вот этот вот труд на Кремле дров. И можно помечтать о том, что когда-нибудь будет президент в России, тем более, что это не именно про Путина, это про президента, который действительно начнет руководствоваться тем, что написано прекрасным трудом, научным практически, Да, трудом Григория Остра, и будет пользоваться им как полагается. Да, И для него это будет полезный совет. Спасибо.